Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас Спорт 2, но обзор сегодня не о ней, а о другой кинокамере, похожей, которая называется Спорт 3. Сегодня она ко мне пришла, и вот можете посмотреть, в каком она виде ко мне пришла. Вот в таком. Обратите внимание. Просто нулевой чемоданчик. Отложим пока Спорт 2. Вот посмотрите. Понятное дело, что это кожа. Раньше все делали из кожи. По документам кинокамера 66-го года. Это, видимо, еще раньше. Я просто не помню. У меня были когда-то и документы, и все, теперь ничего нет, только вот корпус остался. Я ее уже открывал, уже смотрел, даже делал профилактику. Я просто вам покажу, как она, в каком виде она ко мне пришла. Смотрите, шнур, вернее, ремешок. Вот так вот она выглядит. Что у нас тут? Сама кинокамера, документы с паспортом. В общем, паспорт, ручка и такой маленький тюльмяк. Но, кстати, он вот такой, как будто либо на него влага как-то повлияла, ну такой дубоватенький стал. Кинокамерой, конечно же, пользовались, но недолго, я так понял. Видимо, поигрались, купили что-то более серьезное, потому что эта кинокамера относится к таким очень простым. Я не заметил, что здесь счетчик стоит не в нулевом положении, и открыл крышку. Ну, открыл. Так получилось. Давайте, да, нажимали, видно, вот работала. Рукоятка работала. Просто, видимо, не брали с собой сумку. Поэтому он такой видал. В общем, попал, видимо, может быть, и влага, и все такое. Ну, в принципе, в хорошем состоянии. Все в хорошем состоянии для 66-го года. Инструкцию я отсканирую в конце видео, я скину, чтобы могли ознакомиться более детально. Потому что вечно проблема инструкций. То, что их мало, и то, что все платное. Так, серийный номер совпадает. Так, ну что, будем смотреть кинокамеру. Первое, что я обратил внимание, я начал вращать вот этот диск, диафрагм, и у меня передняя оправа, в смысле внутренняя оправа тоже начала вращаться. То есть, пока я разобрался, в общем, понял, что она должна была сидеть на краске. Краска, видать, подсохла, или, может быть, крутили сильно, и она слетела с резьбы. Я ее разбирал, и вместо краски вот такой клей использовал. Не знаю, пока что она свежая еще, будет сохнуть. Так, ну что, давайте откроем, посмотрим, что я обнаружил. Я открыл эту крышечку. И вижу здесь кинопленка. Видите? Здесь кинопленочка. Значит, так как здесь вторая катушка, она, видимо, родная, должна здесь находиться. Значит, кинопленку уже отсняли на эту сначала, перевернули пленку и уже начали снимать на эту, и после этого у них все прекратилось. Давайте я ее сниму, и мы сравним ее с кинокамерой Спорт 2. Видно, что это не продавец ее заряжал и не смотрел даже. Вот видите, она просто вот засохла в таком положении. В этом положении. И будем ее, я ее досниму, и потом я ее проявлю. Так,
Давайте рассмотрим, что у нас тут. Счетчик кадров. Тут идет обратный отсчет. То есть, когда она полная, подающая катушечка, она у нас показывает, значит, вот старт у нее начинается более 7,5 метров. Потом пропускаем то, что на свету, доходим до 7,5, и тогда уже можно произвести гарантированную съемку, что оно что-то будет. Она точно такая же, как и эта кинокамера. Сейчас я уберу это. Немножко крышки отличаются. То же самое здесь при наполненной она. Вот, посмотрите, как крышки отличаются. Тут уже, видимо, чтобы не так прижимала пленку, не царапала, возможно, потому что здесь, да, здесь остренькое такое. Может быть, оно не касается ввиду сферической намотки кинопленки, но здесь вот острие есть. Ну, не знаю, я даже не обращал внимания, царапало оно мне или нет, хотя снимал я немало на нее. Кстати, давайте попробуем, подходит ли она к этой кинокамере. Да, подходит. Идеально. Идеально подошла и фиксируется. То есть Sport 2 и Sport 3 уже мы видим, что все подходит. Дальше давайте рассмотрим еще. Вот на что я обратил внимание. Здесь прижимной столик в третьей модели. Вот она у нас третья. В этой модели у нас прижимной столик по-другому сделан. Он не съемный. Если здесь он съемный, вот так вот. Так он снимается. Можно заряжать без, не снимая, просто оттянуть и все. Все так оттягиваем и просовываем пленку. Кинопленки используются вот такого плана, 2х8. С обычной, написано, с обычной перфорацией, не супер. Вот это тоже с обычной перфорацией. Не вижу супер, ничего. Значит, вот такие тоже можно использовать. Такие нельзя. Здесь типа AS, а здесь 1х8. И если тоже 1х8, тоже нельзя использовать. Только 2х8 с обычной перфорацией. Так, дальше смотрим. Скорее всего, что здесь механизм внутренний такой же. Эту я как-то разбирал. Да, вот у нас, короче, отличие. Вижу я. Здесь есть ролик. Тут ролик уже, видимо, тут. В нижней части только роличек здесь. Да, мне нравится вот это больше. С таким роликом мне нравится больше. Хотя я не думаю, что это тоже хуже. Главное, чтобы прижимной столик был хороший. Теперь по прижимному столику. Здесь он вот такой. И он металлический. Здесь он пластиковый, что ли? Да. Он коротенький по площади. И он пластиковый. Теперь смотрим дальше. Гриферный механизм тут находится. А тут он в этом месте. Вот, обратите внимание. Хотя тут вырез есть. Интересно. Да, отличаются. А этот, конечно, более такой. Щелк и все. Приподняли. Открыли. Возможно, зарядка в нем удобнее. Быстрее. Хотя в этом тоже очень быстро все хорошо. Вообще 2х8 никогда не вызывает трудностей никаких.
всегда легко заряжались. И вот эти вот обрезиненные, тут чуть больше диаметр в новой модели. То, что эта кинокамера почти в идеальном состоянии, это прекрасно, конечно. Так, дальше смотрим. Это мы разобрались по внутренней части. 2/8 очень надежный формат. То есть там каких-то таких проскоков более надежно. То есть дырка большая, перфорационная. И все. Так, передняя часть. Значит, здесь просто идет кнопка. Возможно, была такая же. Что-то похожее. Вот эта кинокамера, она шла, Sport 2, она шла с экспонометрической насадкой. И мне тоже нет, она тоже пропала. Она вот прикручивалась с помощью вот этого винта. Ее можно было снимать. И вот. Я ей не работал, потому что она уже со временем, ой, как он называется, селеновый, да, этот фотоэлемент, он подсел, и она уже не давала такой точности. Вот идет зацепление. Вот. И можно было... Здесь тоже такое есть, видите, зацепление. То есть, если купить насадку, но здесь она не предусмотрена, то есть здесь заглушка стоит. Хотя можно выкрутить сюда, сунуть сюда, и можно будет прикручивать. Так, эта сторона мы уже видели. Шрифт другой немножечко. Хотя нет, одинаковый. Да, шрифт одинаковый. Вверх, задняя часть, нижняя часть. Все точно так же. Все точно так же. Отличие вот именно вот этот столик. Вот так прижимаем вверх, поднимаем, вернее, поднимаем вверх, оттягиваем. Когда назад просто защелкнули, все. Здесь вот таким вот оттянули, вложили пленку, немножечко вот так, как в Красногорске. Тык-тык-тык, все на месте. Дальше по диафрагмам то же самое, 2,8, 11. Видоискатель такой же. Очень маленький, где-то там вдалеке. Вдалеке тоннеля, вдали. Эту часть я сейчас открою. И мы посмотрим, что там внутри. Здесь батарейный отсек. Вот так он выглядит. Тут был поролон, оказывается. Здесь, в этой кинокамере. Тоже сравним. Одинаковые. Здесь поролона не было. Я ее когда брал, в 86 году я ее купил. Поролона не было. Здесь уже приклеили поролончик, но он рассыпался, и я его решил удалить. Там видео, может, скину, если не забуду. Раньше, представляете, у меня был выбор. Видите, как окислилось. У меня был выбор брать вот такой вариант. И были еще на пальчиковых. Но я не брал пальчиковые, потому что в советское время они как-то очень большой дефицит были. Вот так вот. 3 пальчика. Я взял такой корпус, сейчас ищу, смотрю. Везде такие корпуса. А вот пальчиковый, получается, у нас дефицит. Но при желании можно, я, наверное, спаяю металл гидридный. И будет у меня батарейка. Так вот закрываем. И тут до тех пор, пока не почувствуем. Вот. Здесь вот такой вот, видите,
под конус немножко. Закрывалочка такая. Держится достаточно плотненько. Так, это у нас... Я никогда не пользовался. Надо почитать в инструкции. Наконец-то есть инструкция, я могу прочитать. Сейчас я это, наверное, сделаю. Все, я прочитал. Значит, это гнездо для подключения внешнего источника питания. Вот так вот. Значит так, здесь у нас есть переключатель PR. Что он? PR. Парковка какая-то. Сейчас как она тут называется? Предохранитель. Точно, наверное, предохранитель. Для предотвращения самопроизвольного включения механизма кнопку необходимо повернуть до совмещения точек с отметкой PR на корпусе. То есть это как предохранитель у нас идет. Значит, вот эта надпись у нас идет предохранитель. То есть кнопка блокирована. Это у нас покадровая съемка. Можно использовать покадровую съемку. И 16 кадров в секунду. Вот так переводим. Это у нас покадровая. Сюда переводим. Это у нас съемка 16 кадров в секунду. Имеет частоту 1/40. В этом случае у нас 1/20. Это важно. Если мы решили мультипликацию снимать, то здесь это кинокамерой возможно. Здесь я не вижу такого. Не вижу здесь такого, да. Но там тоже что-то было на самой этой насадке. Но я вижу, что она не переключается. Или переключается. Ну. В общем, здесь я не вижу, чтобы она как-то переключалась. Здесь тоже внешний источник питания и так далее. Так, видоискатель. Как там такой просто далекий такой тоннель, что очень маленькое изображение, просто рамки, видеть, куда вы направляете камеру и все. Никакой фокусировки здесь нет, только диафрагма и все. Здесь еще крышечка, да. Диафрагма. Я не знаю, видно, не видно. Но она рабочая. Все, конечно, идеально такое вообще красивое по сравнению, вот как оно. Годы немножко изменено. И объективчик чуть-чуть. То есть это очень хорошее, отличное хранение было, и ей мало пользовались, потому что я так смотрю по краям, по бокам. Сравните здесь. Практически идеально. Тут везде вот крышки. Вот видите, разница. БУ и почти не БУ, практически не БУ, новая практически. Так, хорошо. По кинокамере мы пробежались. Ничего вроде бы я так не упустил. То есть здесь обозначения такие. Это как бы стартовая отметочка, и это конечная отметочка. А полезная съемка у нас от 0 до 7,5. Хотя реально тут написано, что здесь 7,5 метров, но в реальности здесь около 10 метров. Бывает 9,5, и я просто уже сколько пленок перепроявил, и люди присылали. 10 метров здесь. 10 метров это ориентир. То есть если вы зарядите ее в темноте, то у вас можно сразу снимать со старта, и у вас будет практически 10 метров. Это где-то 4 с лишним минуты, две стороны, если мы, например, одна 2 с лишним минуты и вторая 2 с лишним минуты. У вас выйдет 4,5, может даже больше. Правда, на батарейке надо следить, потому что здесь никакой индикации нет, ничего о том, что она подсела. А когда подсаживается, оно слышно, конечно. Ориентир такой, что батарейка всегда на 10 пленок. 10 пленок, 10 картриджей такое. Теперь давайте ручку рассмотрим. Ручка здесь, та, что у меня была, там другая была. Это была сплошная. Здесь сплошная была и дырочка маленькая. А так она такая же самая была. Так, посмотрим. По-моему, здесь с одной стороны здесь есть
фильтры. Я уже разбирал, смотрел. У меня они тоже были, тоже в ручке были. Можно вот так оттянуть просто и достать фильтры. Один и второй. Фильтры мы имеем, значит, желтый и нейтрально-серый. Так, желтый у нас имеет кратность 1,7, почти 2 стопа. А этот нейтрально-серый имеет 4. Ой, 2 стопа. Здесь 1 стоп почти. А здесь у нас 2 стопа. Допустим, вы по экспонометру посмотрели, у вас показывает диафрагму 16. Когда вы его вкручиваете, у вас, значит, 2 стопа. 11 и 8. Значит, на кинокамере вы можете уже устанавливать диафрагму 8, если там яркая погода. Потому что при 1,40, конечно, этим фильтром надо воспользоваться, потому что тут диафрагма максимально закрытая, это 11. А если солнечная погода, допустим, и у нас пленка, если взять фумапанс из современных, 100 единиц, то давайте так посчитаем. Значит, 1,40, 1,80, 1,160 и 1,320 при диафрагме 8 примерно так. Это солнечная погода. Вот у вас получается 3 стопа. Это при 8. 8, 11, 16, 22. Вот у вас как раз вы можете 2 стопа. 22 и 16 вы можете перекрыть фильтром и установить диафрагму на 11. Не на 8, а на 11. Тогда вы можете снимать при ярком солнце вот с этим фильтром. Так как здесь 1,40 выдержка. Это надо иметь в виду. Все. Значит, конечно, можно, если вы снимаете на черно-белую, если там совсем уже ярко на пляже, и ярчайшее солнце, можете еще вот это добавить. Еще почти 1 стоп, 1,7 получается. Не двойка, но 1,7. Можете добавить, и у вас получится вот такая вот пирог такой, бутерброд. Так, здесь у нас 10. Это примерно умножить на 6, где-то так, 6,5. Ну, где-то как для кинопленок, для фотопленок 35 миллиметров, примерно как чуть больше полтинника, 60, где-то так. Все, вот так можно ее вкрутить, и при ярчайшем солнце у вас еще и облачка красиво будут выглядеть с этим желтым фильтром. И серый, он у вас и прикрыть на 11, и можно снимать. Тут, правда, шкала так интересно сделана, что там, что там. То есть она как-то не соответствует. Градуировка немножко не соответствует. То есть 11 тут, а вот так еще больше закрыто. Такое впечатление, что здесь 16 не хватает. Как-то вот. И то же самое в 2,8 тоже. 2,8. Там тоже она чуть-чуть прикрыта. Как бы вот градуировка какая-то неверная. Но хотя я снимал там для кинопленки, вроде как все попадало. И то не было никакого экспонометра, снимали так, знаете, как на глаз. Как вот я сейчас вам сказал, примерно вот так вот. 50 единиц была пленка, или 45, допустим. Вот такая вот. И от этого, как говорится, и прыгали. Потому что 45 уже можно было снимать и без фильтра. Я снимал всегда без фильтра. Все пленка выдерживала. Возможно, что там крайнее положение есть 16. Не знаю. Трудно сказать. Нужны какие-то измерительные приборы для этого. Так, по-моему, я тут рассказал все. Ручка. Здесь есть место и с другой стороны. Можно и с другой стороны.
с другой стороны тоже можно какие-то дополнительные фильтры, возможно, если тогда, возможно, продавались, и можно было еще добавить там какие-нибудь зеленый там, или кратность желтого, более красный, может быть, тоже, знаете, как, ну, то есть здесь была возможность добавить. С этой стороны, с этой левой стороны есть тоже место для еще двух фильтров. Так, ручка прикручивается вот так вот, и вот так она работает. Сюда вкручивается наш тельмячок вот этот. Либо сюда, либо на место, где мы вкрутили ручку. Как я часто и делал. Потому что с ручкой не всегда в карман положишь. А она такая небольшая, в принципе, можно было в карман. И я его просто сюда вкручивал, носил без ручки. Ручку оставил, поэтому так она у меня и ушла. Так, работает. Так, блокировано. И так покадровая. Еще раз. PR, то есть предохранитель, наверное, так я понимаю. И съемка. Все. Так, ну что, друзья, в принципе, по ней больше я ничего не могу сказать. И единственное, что я потом сниму все-таки на эту кинопленку что-нибудь и вам расскажу, есть тут какие-то кадры или нет. Конечно, вот эти верхние слои сейчас засветились, но уже так, как есть. Я ее испытаю. Ну что, на одном из этапов проявления я отрезал кусочек от той кинопленки, и ничего не получилось, видите. То есть она была просто засвечена, видимо, ей в камере игрались туда-сюда, тестили и все такое, по тому, как она работает или не работает. А уже какой-нибудь другой тест я сделаю попозже. И с рабочей пленкой, не со свежей, но с рабочей. Какую-нибудь просрочку заряжу, посмотрю, какой результат будет. Да, ну, вот с непривычки, не знаю, давлю сначала, знаете, как вот, и уже наверх, и таким вот образом. Закрывается легко, защелочка работает. Это у нас третья модель. Давайте мы ее на место зарядим. Все. Да, тут грейфер вот здесь находится. Как я говорю, у каждой камеры есть свой почерк. Немножко он тяжело иногда, но есть. Некоторые модели можно узнать. Такие как Эльма, например. Там такой как бы полумесяц возле перфорации. Все, вот оно в зацеплении. Все нормально. И закрываем крышку. Обозначение у нас 5 метров. Как бы осталось 5 метров, ну полметра у нас уйдет на то, чтобы засветку отогнать. И можно доснять так как, скорее всего, здесь 50 единиц. Я ее буду снимать как 16, наверное. И посмотрим, что у нас получится. Получится ли эта пленка. Может быть, ее гоняли уже так, знаете, как никто не знает, что было до меня. Тоже так одну кинокамеру приобрел. Ну, поснимал, проявил там, а ничего нет вообще. Вот так можно носить ее на руке. Она тоже удобно садится в руку, можно так. Взяли рукой, смотрим и пошли снимать. Не так. И не забывать крышечку откручивать, конечно. Так, ну что, в конце я обязательно скину вам инструкцию. Вот эту инструкцию ознакомитесь. Будет
у вас возможность анализировать, нужно ли или не нужно покупать такую кинокамеру. Сейчас просмотрю, возможно, что-то здесь новенькое узнаю. Ага, давайте еще так. Тут от 1,5 метра. Ну, в принципе, тут такой объектив. Я когда снимал на нее, ближе 1,5 метра нет смысла. Хотя снимал ближе, были кадры ближе. И если я их найду, я тоже скину. И оно было немножко размытие, ну, совсем близко. Значит, при диафрагме 2,8 у нас от 1,5 до бесконечности 4, 1,25, ну, 1,24, 24, 5,6 уже от метра.
чуть-чуть надо порегулировать там. Я уже залазил, чистил, и там надо покадрово, хотя мне покадровая не нужна. А так она работает. Проверял. Где-то 16, может быть 17 даже кадров в секунду снимает.